Hello, Лойте! Привет, народ! Сегодня заключительный, я полагаю, выпуск 5-го сезона, хотя если возникнут какие-то вопросы, уточнения потребуется, я его продолжу. Я вам дам послушать, как звучат эти колонки на моем обычном наборе треков. О расширенном наборе треков на более современной, более качественной музыке вы уже имели возможность послышать. Я выложил это в сеть ранее. И на этом закончим сезон к радости всех сторон. Но сначала я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые мне показались характерными, интересными, заданными пользователями в комментариях к этой модели. Первое спросили, один человек лестно для меня написал, что очень хорошая чеха ему понравилась, которую я получил с помощью такой, в общем, незатейливой конструкции. Я хотел отметить, что ЧХ это снято в чудовищно неверных условиях, то есть это буквально вот здесь в комнате. Микрофон стоял, может, на расстоянии 50-60 сантиметров от колонки, чуть ближе к центру по высоте к твиттеру, чуть ниже, чуть дальше было до вуфера, но примерно одинаковое расстояние. И сняты были АЧХ этих двух динамиков сначала отдельно, для того, чтобы организовать сшивку. Это очень важно, собственно, это было целью этого измерения. А потом, когда я уже сделал кроссовер, собрал всю готовую конструкцию целиком, я снял с этой же примерной точки АЧХ здесь. То есть тут чумные отражения от всего буквально. Даже когда я писал музыку, которую вы сейчас услышите, и слышали уже вот барабаны, например, и на новом наборе треков, там я располагал колонки иначе, подбирая по минимуму гулкости и рефлекции отражений, которые я смог себе здесь позволить в бытовом помещении, но заглушив специальными средствами, допустим, пространство вокруг тестируемого объекта. И поставил колонки поближе, развернув немножко. Ну, короче, я сделал это на основании собственного опыта для того, чтобы хоть как-то подать вам звучание этих систем. Хотя все равно это будет далеко от реального, но хоть какое-то. И потом можно будет сравнивать эту модель с какими-то другими по сезонам, с фабричными какими-то моделями и так далее. Значит, поэтому АЧХ эту, которую я показал, в частности обоих, целиком колонки, можно интерпретировать лишь в интервале сшивки, а басовая картина там принципиально неверна, поэтому не надо на нее обращать внимание. Не так уж все это и лестно, но теоретически я могу ее отнести к клипелю, измерить, могу вынести на двор, как я уже делал это измерение на траве, значит, с высоты там 2 метров провести, но это ничего не добавит. То есть дальше резонатор работает как должен работать. Baffle step, потери на baffle step я учел, поэтому как есть, так и есть. А сшивка, да, получилась, достаточно гладенькая, все хорошее. Также человек спросил о цене таких колонок, сколько бы они могли стоить там, значит, в розничной продаже. Учитывая, что этот динамик, по-моему, 140, что ли, долларов, евро стоит. Это, по-моему, 40, если я не ошибаюсь, или 50. То есть 280, то есть 100, 380. Плюс кроссовер, плюс корпус. Это розничные цены, я считаю, как я уже говорил в первом видео. Внутри цеховые цены значительно ниже. Меня там человек хотел поправить, что, наверное, не 2-5 долларов, а все-таки 10, нет, все-таки 2-5 долларов. Это там, где штампованная корзина, все такое, вот это колонки мультимедиа. Это динамики посложнее, конечно, если этот стоит 150 в рознице, я полагаю, что внутри цеховая цена, близкая к себестоимости, может быть 20 долларов, где-то так. А твиттеры могут быть от 5 долларов, такие вот, там, не знаю, до 10, скажем. Вот. И колонки, вот сколько бы я оценил вот такие колонки в магазине. Исключая дикий цвет, в которых я их покрасил. Кстати, я считаю это совершенно нормальным и имеющим резон, то есть для молодежи, для молодой аудитории, для девочек тем более.
Вот эти грустные цвета, типа черный, серый, белый, ну, могут быть не всегда уместны, хотя это абсолютно нейтральные цвета, которые позволяют разместить эти колонки в любом интерьере, от готики там до модерна какого-то там, да. Ну, короче говоря, я считаю этот цвет резонным. Отделку, конечно, в моем исполнении, это вы крупно видите, как бы, если в деталях показать, тут могут быть некоторые артефакты, скажем, нежелательные, потому что это не моя профессия это делать. Ну, я бы оценил, не знаю, ну, $1000, да, оценил бы, наверное, где-то так. То есть это не мусорная категория, это, ну, звучащее уже нечто, к чему можно предъявлять какие-то музыкальные требования, претензии, иметь какие-то ожидания от того, удовлетворят ли они ваши потребности или нет. Они могут не удовлетворить, другая тема вообще. Я говорю о том, что они объективно готовы удовлетворить некий музыкальный вкус, допустим, кого-либо. Также был задан вопрос о том, как я отношусь к высокочувствительным динамикам, почему они мне больше нравятся, чем тугие. Другими словами, мне нравятся динамики с крупными калибрами, диффузорами, которые создают звуковое давление, то есть перемещают объем воздуха с помощью площади и короткого хода, нежели те, которые длинноходы, так называемые, то есть имеют большой ход, но не большую площадь, и двигают при этом такую же площадь воздуха, создавая такое же звуковое давление, но с большим ходом, стало быть, заметно большей мощностью, которая на них подается. Динамики высокочувствительные требуют усилителей вот 1, 2, 3 ватта, 5 ватт для дома, вот так с головой хватает, и еще тут сидеть нельзя будет, потому что динамики, колонки с чувствительностью там 95 плюс дБ, они способны работать, обеспечить искомое звуковое давление меньшими средствами, затратами, так сказать. Тугодумы, как бы, это еще не очень тугодум, это так себе 50-50, ну, где-то на середине находится, хотя ближе к длинноходам, потому что он с резиновым подвесом, широким достаточно, имеет длинный ход, там 10 миллиметров, по-моему, если я не забыл уже. Вот, я же предпочитаю динамики, сильно которые ходят 2-3 миллиметра и делают музыку таким образом. Я объяснил человеку, и вам могу сказать свое мнение на этот счет, что отработать пик сигнала можно только с помощью хорошего соотношения, во-первых, BL к массе подвижной системы, а во-вторых, короткий ход делает это быстрее, отрабатывает более тщательно мельчайшие изменения, ну, назовем это микродинамикой, хотя я смутно понимаю, что это значит. В то же время, как этот динамик, когда на него будет подан целый ряд пиков, он только задумается над тем, как выдвинуться их отработать. В то время как тот уже сбегал туда-обратно несколько раз и отработал их. Вот в чем дело. То же самое касается, например, и разрешения оцифрованной записи. Чем она, собственно, отличается от аналоговой, или как один неприятный человек мне комментировал, что там шла речь о пик-факторе в 20 дБ, который я упомянул. Конечно, есть такой пик-фактор на тех же виниловых пластинках, например, в тех же приличных записях, когда не кирпич пишется, если вы помните, что это такое, а нормальная аналоговая, допустим, ну, вернее, нормальная запись, не перекомпенсированная, не пережатая. Да, так вот там та же история. При оцифровке аппроксимируются, то есть сглаживаются некоторые детали. Ну, скажем так, любое преобразование над любым сигналом может привести только к потерям информации или деталей этой информации. Она не может сделать сигнал лучше, она может сделать только хуже, что-то потеряв, допустим. И в самом деле, если заложить пик-фактор 20 дБ и все это пустить в MP3, который нарежет на кусочки эту всю информацию, оно не восстановит те самые пики в 20 дБ, там оно восстановит, может быть, в 5 дБ, в 3 дБ. А вот это все будет обрезано. Другое дело, что на низкокачественной технике, ну или на упрощенной технике, на мультимедиа, например,
это будет незаметно абсолютно. Это будет заметно на очень крутых сетапах, но мы же об этом и говорим, как бы о стремлении к лучшему. Поэтому я люблю вот эти самые лопухи нативно, как бы, ну, как-то природно, вот, ментально я к ним тяготею. С другой стороны, я их могу поругать тоже, потому что, например, вот тот же сканер, вибросканер Клипеля, если отсканировать на нем любой диффузор басового, сейчас о басовых динамиках, ну, о мидах говорим, он хлопает крыльями, как я это называю. То есть диафрагма не вся движется как единое целое. Она часто совершает такие движения, что, конечно, искажает звуковую волну, которая при этом излучается до неузнаваемости, в общем-то, иногда, хотя часто это воспринимается как характерный, оригинальный, классный звук. Это, кстати, довольно распространенное заблуждение, но мы к нему настолько привыкли, что мы его даже ищем в звуках. Но не будем о грустном. Я хочу сказать, что большой лопух хлопает крыльями больше, чем вот этот тугоду, назовем его так. Потому что тут более, во-первых, жесткий тяжелый диффузор, во-первых, вот это кевлар в частности. А во-вторых, он короче просто. У него нет возможности там особо там развернуться. А большой бумажный, вот я люблю бумажный диффузор, лопух, он бы, конечно, навалил. Но при этом я, опять же, тяготею к этому звуку и не знаю, откуда это у меня появилось на заре моей молодости, когда я полюбил музыку, полюбил звучание. У меня не было доступа к таким динамикам. Максимум, что у меня было, это кинаповские на киностудии. Я работал какое-то время в звукоцехе 2А9, 2А12. Ну, их музыкальными трудно назвать вообще, да, как всякие кинапы другие, там 4А28 и 32 и подобное. Это вообще не для музыки, это для автопередвижек киношных. Кино в селах показывают, знаете, при дороге. Там развернули экран, поставили вот этот кинап, одну колонку чаще всего, и неуловимые мстители там звучат. Это не о музыке вообще. Люди переделывают их, что-то изгаляются. Ну, на здоровье, то есть счастье можно найти в самых неожиданных местах. Поэтому я даже за подобные изыски. Вот в частности кто-то написал, что у него есть 4 штуки 6 GT2 динамиков. Я его попросил, но он ничего не ответил, правда, измерить кривую импеданции всех 4 и показать их в одном графике, чтобы можно было убедиться в их идентичности. Вот это вот большая проблема винтажной техники, что она имеет плохую повторяемость с годами, с десятилетиями. То есть 2 динамика, допустим, прожили 50 лет где-то, там, не знаю, голоса театра, там какие-то серьезные достаточно. Вот. Оба хорошие, вот если отдельно взять, каждый, можно послушать, да, вот это звучок, все, в рупоре же, это все классно. Но если их сравнить, то там окажется пропасть между ними разная, поэтому стереопанорама будет несуразной, перекошенная, сцена уплывет куда-то, но можно при этом, да, делать вид, что у тебя ценная техника, старинная, классная, но это на самом деле не так, конечно. Поэтому я попросил человека, он не ответил, не знаю почему. Ну, процедура измерения импеданса не очень приятная, я согласен. То есть, поэтому я не осуждаю никоим образом, просто было бы интересно. Ну, если они хорошо сохранились, да. Хотя вот сейчас мне их дай, например, что я с ними могу делать? Да ничего я с ними не могу сделать. Фазоинвертор они не подходят, закрытый ящик они не подходят. Ну и там они обеспечат параметры, которые не востребованы на сегодняшний день, например. Музыкальными, с тем, чтобы поручить им, допустим, работу в двухполосной системе, их назвать нельзя. В трехполосной системе они уже как бы имеют максимум интересного звука от 100 до 300 Гц, допустим, до 400. А ниже, что подпирать сабвуфером, ну, глупо, короче. То есть, вроде хорошая вещь, а, ну, применить ее некуда. Также был вопрос еще раз о наполнителях, то, что я сказал в том видео, что при хорошем расчете наполнитель не нужен. Да, я хочу еще раз это повторить, потому что, еще раз, человек там привел какие-то доводы, кстати, о том, что можно подогнать добротность. Так вот, это если нужно подогнать добротность. А если не нужно, если корпус рассчитан вот конкретно под какую-то динамику, вот как я это сделал,
Там есть немножко синтепона, лучше он просто у меня был, мне его проще туда засунуть, чем хранить где-то в квартире. Вот. Но на самом деле это вообще ничего не изменило. Да. Другое дело, антидребезговое покрытие какое-то, вот на битумной основе, какую-то автобесшумку, например, оббить весь ящик изнутри. Но, между прочим, оно добавляет какой-то гулкости, вот я так заметил. Но, тем не менее, если нравится, на здоровье. То есть, если руки чешутся в хорошем смысле и хочется достичь перфекционистского такого уровня, ну, выжать максимум из конструкции, если вы с любовью уже это делаете, ну, напихайте туда что-нибудь. Но если переборщить, например, вот тот самый полное наполнение чем-то коробки фазоинвертора, резонаторы приводят к потере, ну, приятного звучания. Оно становится неприятным просто. Можно это... Я не знаю, как это описать, на кривой импеданции это мало отображается, и на ЧХ тем более, вот, но есть такой момент, да. То есть я бы не фанател. Еще раз, правильно рассчитанный, ну, что значит правильно? Не потому что там кто-то умный, а кто-то глупый. Просто есть некоторые обстоятельства. Например, у вас есть какой-то ящик, уже готовые колонки, и вдруг достались какие-то динамики, которые требуют объема на треть большего, ну, предположим, да. Что вы можете сделать? Да, вы можете увеличить наполнение демпфирующим материалом и перенастроить порт фазоинвертора таким образом, значит, чтобы оно как-то свелось к бёселю, то есть к сравнительно плавной характеристике в области низких частот. Можно, да, но это будет компромиссная такая штука, знаете, которая будет объективно уступать такой же колонке, только на треть больше, в которой ничего такого гадости этой нету, и настроена она так, как, ну, на что способен отдать этот динамик. А мы же собираемся выжать из динамика все самое хорошее, вот все, за что заплатили. Вот заплатили там за частоту тюнинга там 39 Гц, 40 Гц. Вот. Ну вот давай, чтобы она была вот эта 40 Гц. А вовсе не 45 для того, чтобы объем был там на треть меньше. Вот такая логика примерно. Вот это, кстати, все жестко не соблюдается в мультимедиа. Там чудные вещи происходят совершенно. Собирают все что угодно, и поэтому вы могли заметить, что он очень часто гудит. То есть колонки мультимедиа, эти маленькие колоночки для компьютера, вообще говоря, их делают, они подчас гулко довольно звучат. Все, больше у меня нечего сказать такого дополнительно хорошего о колонках 5-го сезона. Предлагаю послушать и пишите комментарии. Пока. Auf Wiedersehen, дорогие мои.